Рада приветствовать вас на своем канале. Если у вас постоянная усталость, есть лишний вес, боль в правом подреберье, проблемы со стулом, с его регулярностью, или вы уже знаете о том, что у вас есть жировой гепатоз печени или поджелудочной железы, то это видео для вас. Сегодня мы поговорим об очень мощном, но, к сожалению, достаточно недооцененном орехе, который помогает печени восстанавливаться не как волшебная таблетка, а через реальные биохимические процессы. В конце я поделюсь с вами своей шпаргалкой еще топ-3 продукта, которые помогают печени восстанавливаться, которые очень легко добавить в свой рацион и помогать печени. Все вышеперечисленные состояния и жировой гепатоз в том числе, это не просто про жир на печени. Это состояние, при котором печень, к сожалению, теряет свои способности качественно выполнять функции. Это и очищение крови, и участие в метаболизме, и способность синтезировать и гормоны, и ферментов. Если ферментов недостаточно, то, соответственно, это приводит к тому, что нет качественного пищеварения. Если нет качественного пищеварения, нет регулярного качественного стула. Если этого не происходит, то здесь возникают и синдром избыточного и грибкового, и бактериального роста, и паразиты, что в свою очередь также дает нагрузку на печень, то есть получается такой замкнутый круг, который необходимо разорвать. Когда печень, поджелудочная железа в жиру, то это напрямую связано инсулинорезистентностью, с лишним весом, с процессом воспаления, который есть просто хронический. Соответственно, это снижает качество жизни, уменьшает количество лет, то есть это все напрямую связано с симптомами, которые у вас есть, с проявлениями, которые у вас есть, и с качеством жизни, которое есть у вас сейчас в данный момент. И все это про ускоренное старение организма. Я каждый день работаю с мужчинами и женщинами, которые как раз находятся вот с такой симптоматикой в этом замкнутом круге. Они просто не понимают, как из него выйти, как учесть при этом свои хронические заболевания, какие-то другие состояния, свой анамнез, который был в детстве. То есть, когда в интернете вот много этой информации, все в целом понятно, но как применить конкретно на себя, потому что есть еще какие-то дополнительные моменты, и как их учесть. Потому что это действительно ювелирная работа, учесть все эти состояния, все аллергические реакции, все проявления, прием каких-то лекарственных препаратов. И все равно вывести в плюс ваше состояние. В сегодняшнем видео я хочу затронуть одну из распространенных ошибок, которые часто встречаю. Это недооценка микронутриентов. Наш организм знает и понимает, как ему восстановиться. Просто зачастую ему нужна именно поддержка, помощь и не мешать. И зачастую, что я вижу по результатам лабораторной диагностики, что часто не хватает именно вот этих пазлов, вот этих кирпичиков для того, чтобы организм имел ресурс на восстановление. И сейчас я расскажу вам об орехе, который отлично помогает образованию этих кирпичиков и помощи печени для восстановления. И вот здесь на сцену выходит герой сегодняшнего видео, это бразильский орех. Несмотря на название ореха, он все-таки зачастую произрастает не в Бразилии. Дерево, на котором растет этот орех, он растет в Амазонке и называется бертолетия. Также этот орех растет и в Южной Америке, и в Перу, и в Венесуэле. Но как бы его ни называли, значение для печени его очень велико. Давайте с этим разбираться. Потому что именно этот орех мощнейший источник селена. Селен – это как раз именно тот микроэлемент, которого зачастую так не хватает людям, у которых есть жировой гепатоз, инсулинорезистентность, проблемы с щитовидной железой. Но я про это еще тоже расскажу, поэтому обязательно досмотрите до пункта, где мы будем разбирать противопоказания. Также здесь у кого постоянные проблемы с усталостью и с метаболизмом. Давайте кратко и простыми словами разберемся, зачем же нам селен. Селен – это как такой строительный бригадир, только на клеточном уровне. Именно он активирует ферменты, которые так важны нашей печени для того, чтобы снизить воспаление и ее разрушение. Один из них – это фермент глутатион-пероксидаза, который буквально как пылесос вытягивает из клеток различные токсины. Также продукты окисления и тяжелые металлы. Дело в том, что без достаточного количества селена глутатион становится менее активным. И поэтому даже если вы стараетесь более-менее чисто и здорово питаться, то этого все равно может быть недостаточно, потому что вот этого пазла для восстановления просто будет не хватать. Конечно же, несмотря на все полезные свойства бразильского ореха, мы должны понимать, что даже полезные продукты имеют свои ограничения и противопоказания. Особенно если у вас есть уже наличие каких-то определенных заболеваний, про которые я сейчас расскажу. Здесь же хочу отметить, что селен – это не добавка, которую можно принимать абсолютно бесконтрольно. Просто пойти сейчас в магазин и ее приобрести. Это не так.
потому что избыток селена крайне токсичен, и вы таким образом только ухудшите состояние вашей печени, да и в целом всего организма. Потому что бразильский орех – это природный такой источник, поэтому один орех в день уже покроет вашу суточную норму. Итак, основным, конечно же, противопоказанием является наличие аллергии на орехи. Если у вас есть аллергические проявления на различные орехи, то бразильский орех вам точно не стоит включать, потому что он может вызвать наиболее сильную аллергическую реакцию. Следующим пунктом, противопоказанием, является гипертиреоз, то есть это такая усиленная функция щитовидной железы. Здесь тоже не стоит внедрять бразильский орех, да и в целом селен в свой рацион, потому что таким образом вы, наоборот, сможете спровоцировать на более активную выработку гормонов в щитовидную железу, чем, соответственно, только ухудшите текущее состояние. Хронические заболевания почек. То есть здесь тоже повышенные дозы селена будут негативно сказываться на работе почек, поэтому если у вас уже есть какие-то проявления, то бразильский орех тоже стоит отложить. Следующее состояние – это беременность и кормление грудью. Хоть селен является крайне необходимым для формирования, для здоровья, но его избыток может дать больше негативные последствия. Также стоит быть особенно осторожным с количеством селена, если у вас есть какие-то сердечные заболевания. Также обратите внимание, что если вы употребляете антикоагулянты, то есть разжижаете кровь, то употребление большого количества селена здесь тоже может оказать свое влияние. Давайте теперь разбираться, как и когда лучше всего есть этот орех, чтобы получить максимум пользы. Во-первых, конечно, самый эффективный способ – это на завтрак, то есть добавление это каши, к авокадо, к яйцам, то есть употребление вместе с жирами, тогда они будут более эффективно работать и усваиваться. Еще обратите внимание на свежесть ореха, безусловно, он должен быть не прогорклым, то есть если вы будете употреблять прогорклые орехи, ну помимо того, что это не очень такие вкусовые впечатления, то вы только навредите, то есть это опять же будет только нагрузка и на печень в том числе, ну и на пищеварение тоже. И еще хочу отметить, что этот орех нужно хранить не на полке в шкафу, а именно в холодильнике. Вот лучше всего в дверце. Исследования показывают, что у пациентов, у которых есть жировой гепатоз, которые правильно принимали селен, то они получили снижение маркеров воспаления, снижение печеночных ферментов АЛТ, АСТ и усиление как раз вот этого фермента глутатион-пероксидазы, который стал более активным. И как следствие всех этих изменений уходил застой желчи. Но опять же хочу отметить, что это не за неделю, это целый процесс, подобранный конкретно под вас, дозировки, время и в каком именно формате. Но бразильский орех, как участник такого комплексного подхода, дает тоже отличный эффект. А теперь, как и обещала, шпаргалка, еще топ-3 продукта, которые помогают печени восстанавливаться именно физиологичным способом. То есть я вам пометила, как именно и когда их употреблять и за счет чего они полезны. Эта шпаргалка уже добавлена в мой телеграм-канал, я уже сегодня с ней поделилась, поэтому вы можете перейти по ссылке в описании и применить эту шпаргалку, сохранить ее себе, переслать друзьям. То есть это абсолютно бесплатно, это мой телеграм-канал, в котором я регулярно делюсь различными шпаргалками, чек-листами, полезными постами, поэтому присоединяйтесь, там уже очень много пользы. Как вы понимаете, печень – это такой орган, который умеет и может самовосстанавливаться, только ему нужно в этом помочь определенными нутриентами и рекомендациями. Конечно же, рекомендации, которыми я с вами сегодня делилась, они такие общие. То есть, безусловно, для того, чтобы восстановить свою печень, избавиться от симптомов и заболеваний, которые у вас есть, да, которые между собой в этом круге, то, безусловно, нужно смотреть анализы, что у вас там, смотреть ваш рацион питания, смотреть ваш образ жизни, смотреть в целом анамнез, то есть это структурная системная работа, и, к сожалению или к счастью, без вот этого подхода никак не разобраться и не решить именно первопричину. То есть так вокруг и да около можно только ходить. Если вы хотите понять, что тормозит конкретно ваш, да, путь восстановления, какие продукты вам можно, какие продукты точно для вас стоит убрать, то я, конечно же, буду рада вам помочь на своей консультации, где мы разберем конкретно ваш случай. И хотелось бы вам еще сказать, что бразильский орех, несмотря на все свои свойства, это не волшебство, это просто инструмент. Да, натуральный, да, мощный и да, доступный. Если вы добавите этот орех в свой рацион правильно и с учетом своих ситуаций, то, безусловно, он станет ключиком на пути к восстановлению. Благодарю вас за просмотр этого видео. Если вам тоже откликается такой подход именно системного комплексного восстановления изнутри, чтобы найти эту первопричину и разбираться с ней, а не просто глушить таблетками, то приглашаю вас присоединиться и подписаться. Впереди еще много полезных видео. До встречи в следующих.